Приветствую вас, друзья, на своем канале. Привет всем любителям орхидей. Девочки, сегодня, и мальчики тоже, сегодня я обрезаю цветоносы. И для начинающих орхолюбителей показываю, как это делаю я. Это орхидея Майя, она уже отцветает. Посмотрите, полностью сбросила свое цветение. Осталось буквально 3 цветочка. Здесь уже пошел процесс вегетации. Видите, новый лист появился из серединки, из точки роста. И рядом с ней биглип, который тоже цветонос свой уже был обрезан мною, видите. И почка ожила, и почка дала цветение. Цветение такое себе. Буквально там на 3 бутончика, но я решила его оставить. Вот такой вот красавец биглип. Конечно, изначально его цветение было другого вида. Девочки, вы мне писали название этого биглипа, ну, к сожалению, я забыла. Надо посмотреть в комментариях. Очень хороший биглип, очень любит растить красивые жирные корешки. Я вам это уже показывала. Вот, полит у меня он. Они у меня сейчас все политы. Поливаю в кашпо нижним поливом. Вот так корни начинают стремиться вниз за влагой. Вот такой, видите, у него активный рост жирных корешков. Очень интересный, красиво цветущий биглип. Ну, сейчас будем снимать все эти палочки и будем обрезать цветоносы. Кто-то обрезает цветоносы под самую шейку орхидеи. Кстати, здесь еще стоит бирочка орхидеи, купленные осенью прошлого года. Здесь еще у меня одна орхидея на столе. Это орхидея Уценко, которая была куплена мною уже отцветашкой. Посмотрите, какой процесс вегетации идет на этом экземпляре. Какой красивый листик растет. Ну и активация корней тоже началась. Видите, новый корень от шейки. Вот посмотрите, видите эти перетяжечки, девчонки и мальчишки? Ребята, это активировались новые, вернее старые корни и пошли в рост. Вот так вот они с удовольствием растут. Сейчас я покажу вам с этой стороны тоже. Это мною куплена орхидея на уценке по большой скидке. Что-то цена ее была в районе 75 гривен. Вроде как просто розовая орхидея. Мною был обрезан цветонос до спящей почки. И вот, смотрите, наглядный пример. Появилось какое-то движение. Появилось... Так, сейчас, девочки, на солнышко поставлю. Появилось у орхидеи желание. Так, ну что ж такое? В общем, проснуться. Почка, видите, ожила. Вот так хорошо видно, без моей ладони. Почка ожила. И, возможно, мы с вами увидим цветение этой уценочки. Очень будет интересно посмотреть. Почему я это показываю? Потому что к вопросу, отрезать ли полностью цветонос, либо срезать только до живой почки, я делаю так. Я срезаю до живой почки. Не всегда это цветение бывает роскошным. Бывает вот так, на 2-3 цветочка. Но в данном случае мне очень хочется, ну очень хочется посмотреть, что ж это за орхидея такая розовая. В общем так, ребята. Начнем, приступим. Это все делается просто, без всяких каких-то хитростей. Я беру ножницы. У меня, к сожалению, секатор где-то потерян мною. Надо его искать. Ножницы я беру острые. Я на спонж наношу спиртосодержащий раствор. И обязательно обеззараживаю лезвие ножниц.
Девочки, мои кухонные ножницы. Кухонные. Напишите в комментариях, что неправильно произношу. Так, вот так вот. Обеззаразили. Так, ну давайте сначала снимем вот эту. Давайте начнем с Майи. Снимем вот эту палочку, держатель. Здесь у меня держатель. Посмотрите, как она прям росла и обвивала. Видите? Обвивала прямо на его. Так, сейчас, ребята, штатив поставим. Аккуратно вытаскиваем. Очень аккуратно, потому что бывает, что корни прирастают к держателю. И надо очень аккуратно это, вот видите, вот я прям аккуратно по миллиметру извлекаю держатель. Вот так, видите? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Потому что если дернуть, можно навредить. Так, еще не все. Так, ну все. Все, девчонки, я освободила край держателя. Все, я его извлекла. Ну, посмотрите, по кончику держателя можно определить, что творится в вазоне. Ну, в данном случае никакой плесени нет. То есть мой полив, мой способ полива нижний для непересаженной орхидеи, а эта орхидея не пересажена. То есть мой способ полива вниз кашпо дал результат. Посмотрите, какой держатель вообще. Я сама удивлена. Обычно достаешь, там держатель весь в плесени. Так, извлекли. Берем наши ножницы и начинаем обследовать орхидею. И как же мы будем обрезать цветонос? Ну, естественно, это цветение мы оставлять уже не будем, ребята. Находим нижнюю, самую ближнюю почку. Вот она, видите? Эта почка живая. То есть, возможно, даже на фоне вегетации, роста новых корней и листа, возможно, эта почка проснется, правильно сказать, проснется. И мы с вами увидим цветение в ближайшее время. Ну, где-то, может, месяца через 3-4, может быть, даже через 2. Выше от почки буквально на сантиметр мы делаем срез. Все. Можно этот срез обработать корицей, можно брызнуть перекись водорода. А можно ничего не делать. Вот так мы оставляем орхидею Майю. Ей пойдет сигнал, что все цветение окончено. И какое решение она сама для себя примет, так и будет. Либо будет новое цветение, либо будет продолжаться процесс вегетации. Ну, возможен и третий вариант, когда будет и то, и другое. Ну что, друзья, приступим к этому. Продолжим наш процесс. Берем наш биглип. Он тоже в процессе вегетации. Сегодня я увидела, посмотрите, рост нового корешка. Это всегда волнительное зрелище. И знаете, вот всегда радуешься росту нового листа и росту новых корней, особенно если это рост из шейки. Так, ребят, ну здесь вообще ничего сложного. Здесь мы тоже извлекаем. Давайте вместе это сделаем. Извлекаем держатель. Потихонечку тоже извлекаем. Посмотрите, орхидея полита сейчас. Держатель тоже в идеальном состоянии, девочки. Плесени нет. Это очень хороший знак для нас, что в принципе продолжаем осваивать горшок корнями, не спешим с пересадкой, способ полива
выбрали верный. Держатели потом промоем, просушим, продезинфицируем, и они нам послужат в новом цветении. Значит, что здесь? Так, это вот клипса. Так я их называю. Надо ее снять. Что будем делать здесь? Вот здесь такой вариант. Ах, красавчик! Здесь, в этом варианте, мы, наверное, остановимся. Рекомендуют оставлять 3 живых почки. Первая, вторая, третья. Вот здесь мы поступим точно так же. Но предварительно мы вновь обработаем наши инструменты. Будь то у вас это скальпель, ножницы, секатор, нож, все, чем вы пользуетесь. Потому что после того, как мы обрезали цветонос на одной орхидее, мы не должны ничего передать, ничего не должны другой орхидее. Так, обработали. И вот мы с вами отсчитываем 3 почки. 1, 2, 3. И выше на сантиметр, вот так вот, чтобы было видно, делаем срез. Все, все готово. Возможно, было бы срезать и здесь, но дадим шанс вот этой почке. Возможно. Может быть, орхидея примет решение и полностью засушит цветонос. Тогда мы где-то в сантиметре от шеи, а даже и в 1,5 сантиметрах, сделаем срез. Потому что срезать полностью под самый низ не рекомендуется из-за того, что открываются ворота инфекции. Ну вот. Такой вот небольшой, ребята, мастер-класс по обрезанию цветоносов. Все. Орхидеи продолжат свою вегетацию. Будем ждать новых красивых листовых пластин, новых корней. Вот теперь можно с поливом вносить микродозы удобрений, комплексных удобрений, те, которые содержат в своей формуле НПК больше азота, потому что в данном случае нам нужно наращивать листовые пластины. Когда вы берете удобрения, вы изучаете инструкцию, ищете состав, находите формулу НПК и по цифровым показателям определяете, какой удельный вес азота, это N, первая в формуле, то удобрение и вносите. Если у вас уже нарощена вегетативная масса, листья, корни, и орхидея готовится к цветению, либо вы считаете, что она уже готова к цветению, достаточно листовой массы, она крепкая, такая, знаете, окрепший экземпляр, который может порадовать вас цветением, но орхидея не хочет цвести для вас. Ну, они, я вам скажу так, орхидеи для нас не цветут, они цветут для опылителей. Они цветут для того, чтобы насекомое прилетело, опылило орхидею и сформировались в природе семенные коробочки, и орхидея продолжает свой род таким образом. Ну, не столь важно. Важно то, что для того, чтобы начался процесс выгонки цветоноса, здесь вы берете удобрение, в котором цифры фосфора и калия больше, чем цифры азота в той же формуле НПК. То есть вы приходите за удобрением в магазин и смотрите. Желательно для орхидей покупать специализированные удобрения, но также можно воспользоваться удобрениями, которые для цветущих растений. Ну, для фиалок, для разных цветущих растений. Они тоже подходят. Но в том случае надо немножко дозу уменьшать. В общем, вот так, друзья, обстоят дела на сегодняшний момент с моими орхидеями.
Некоторые цветут, на своем пике находятся цветения, а есть такие, которые вот уже уходят из процесса цветения. Их процесс цветения был в осенне-зимний период, а в период весенний-летний они будут заниматься своими листиками и корнями. Все, друзья мои, надеюсь, это видео было для вас полезно. Жду от вас обратную связь, пишите комментарии, ставьте лайки, оставляйте свои отзывы, напишите, как делаете вы, что вы заметили, оправдан ли этот способ, или вы считаете все-таки лучше обрезать цветоносы до самого основания, либо вы ждете, когда цветоносы полностью засохнут, орхидея заберет из них все питание, и тогда их срезаете. Все, ребята, пишите в комментариях. Мы все читаем комментарии, не только автор канала читает комментарии, но и все зрители читаем мы комментарии. Я хоть и автор, но тоже зритель, тоже участвую в этом процессе под вашими видео, если вы их выпускаете. И нам будет всем интересно почитать и подискутировать на эту тему. Обнимаю всех по традиции. Желаю вам мирного неба, всего самого наилучшего. Пока-пока. До встречи на моем канале.